Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала шарик жаккардом спицами. Вязала вот по этой схеме, которая есть в свободном доступе в интернете. Так что вы ее можете спокойно найти. Расскажу, чем и как можно украсить эти шары вязаные и даже не обвязанные. Также расскажу отличия шаров не только по диаметру, но и по качеству. На что обратить внимание в этих шарах. Так, перед вами схема шарика. Она в свободном доступе, есть в интернете, вы можете найти. Вязать буду спицами 3 миллиметра. Кто умеет набирать сразу спицами, набирайте спицами. Я буду набирать крючком. Крючок взяла 2,5 миллиметра. Для начала делаю кольцо. И вывязываю одну воздушную. И сюда вяжем в общей сложности 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И кольцо стягиваем. Вам понадобятся маркеры. Вот у меня есть такие готовые, я на Алиэкспресс покупала. Если таких маркеров нет, можно взять трубочки для коктейля и отрезать колечко. И это у вас будет маркер. Не жалко будет потерять. Далее смотрите. Сначала заходим вот в эту петлю. Вот она бугорком. А затем из каждой петли за переднюю и за заднюю стенку набираем по 2 петли. Так, одна есть. Поскольку тяжело сюда попасть, я воспользуюсь крючком. Так, за заднюю полупетлю вытащили, надели. И вот сюда на первую спицу ставим маркер. Теперь вот из следующей петли набираем за заднюю полупетлю а теперь за переднюю полупетлю. На этой спице у нас 3 петли, на следующей должно быть тоже 3. Следующая петля за заднюю полупетлю 1, и за переднюю полупетлю 2 петля. Три петли. Следующую 1,
И за переднюю полупетлю второй. Так, это мы 2 раза набрали. В следующую петлю за заднюю стенку это 3 петли. Теперь за переднюю полупетлю и осталась последняя петля у нас за заднюю. И за переднюю. В итоге у нас на 4 спицах 12 петель. Маркер в первой спице. Смотрим на схему. Мы должны были изначально набрать 12 петель. Вот 1, 2, 3, 4. 4 элемента у нас, по 3 петли в каждой. Но первый ряд мы набирали 6, теперь 12. И вот эти 2 ряда я отмечаю, что я их провязала. Теперь вяжем следующий ряд, где у нас 4 петли. Смотрим, прибавка только с левой стороны. Здесь прибавки нету. Когда вы начинаете вязать с новой спицы, первые 2 петли затягивайте посильнее. И затягивайте. А вот теперь делаем прибавку. Я в конце стараюсь не делать. Делаю перед последней петлей. И опять вяжем первую, затягиваем. Вторую затягиваем. Делаем прибавку. И провязываем 4-ю. Уже нормальным методом. Не затягиваем. В итоге здесь в круговом ряду 16 петель. 4 здесь, 4, 4, 4. Так, этот ряд мы с вами провязали. Я вам много показывать не буду, не переживайте. Так, вот этот ряд вяжем. Здесь прибавок нет. Значит, мы вяжем просто по кругу. Но не забываем, что петли, первые 2, надо затягивать. Вот это я вам хотела объяснить, что когда начинаем новую спицу, первые 2 петли затягиваем, чтобы вот здесь между ними не было отверстия. Этот ряд мы провязали. Дальше прибавки идут с 2 сторон. Давайте я вот одну спицу вам покажу. Теперь хочу рассказать вот
про этот момент. И видите, здесь прибавки с двух сторон. В конце спицы и в начале прибавки нельзя делать, потому что у вас здесь будет отверстие. Поэтому провязываем одну петлю, затягиваем, делаем прибавку, подтягиваем, провязываем следующую петлю, маркер перец снимаем, провязываем еще одну и добавляем перед последней петлей. Здесь сильно не затягивайте. Вот. Следующая спица. Первую затягиваем. Делаем прибавку. Тоже подтягиваем. Провязываем. И перед последней петлей тоже делаем прибавку. И так вяжем по кругу. Так, дальше. Тут уже ничего сложного нет. Один ряд прибавляете, следующий ряд у вас не прибавляется. Видите? Один прибавка, здесь прибавки нет. Опять прибавка, прибавки нет. И так вы самостоятельно вяжете вот до этого ряда. Вот этот ряд вы провязываете. А когда начнется включение белого цвета, я вам буду показывать. Так, провязала я вот этот ряд. У меня здесь 14 петель на каждой спице. И будем вязать следующий ряд, где уже присутствует белый цвет. Провязываем 6 петель, прибавку не делаем, вяжем 6 петель. 1, затягиваем, 2, затягиваем, 3, 4, 5, 6. Берем белый цвет. Смотрите. Перекручиваем нитки по часовой стрелке. Вот так. Две петли мы можем спокойно провязать. 1, 2. Теперь красную перекручиваем тоже по часовой стрелке. И белую уводим назад. Провязываем 1, 2, 3. Надо перекрутить. Можно 4 провязать. Опять крутим по часовой стрелке. И белую уводим назад. Один. Так, здесь у нас прибавка была. 2, 3. Вот здесь будет тяжело протянуть белую. Поэтому я последнюю петлю оставляю. И опять перекручиваю. Вот. И подальше назад. Назад тянем. Ну, не с сильным натяжением, но назад. И последнюю провязываем. Чтобы вот в этом месте между спицами нитки не перекручивались.
Дальше вяжем 1, затянули, 2, затянули. А вот теперь можно перекрутить. Опять крутим по часовой стрелке. И эту нитку назад. Вот я ее пальцем убираю, средним. 3, 4, 5, 6. 6 петель провязали. Теперь нам нужно вязать белый. Вот так, по часовой перекручиваем. Красную назад. 2 белых. По часовой перекручиваем. Белую назад. Вяжем красный. 1, 2, 3, 4. Белую отправили назад. Вот прям, чтобы она параллельно лежала. 1, 2. Вот здесь тоже перекручиваем. И провязываем. И так вяжем по кругу. Так, довязала я этот ряд полностью. Теперь мне нужно нитки раскрутить. У меня спицы алюминиевые, но не жесткие, то есть они такие не гладкие. Я могу спокойно нитку раскрутить. Если у кого вот такого качества спицы гладкие, лучше всего на них надеть ограничители, стопоры. Если у кого таких нету, это когда раскручивать. Ну или когда вы откладываете вязание, чтобы не потерять петли. Если таких нету, что делаем? Берем обычный ластик, разрезаем его, чтобы он потоньше был, и небольшие кусочки накалываем на спицу. Вяжем следующий ряд. Здесь у нас будет прибавка. Вот, видите? С одной стороны. И прибавка будет с другой стороны. Так, здесь будет тоже 6 петель. И здесь 6. Я вот здесь перекрутила. Почти в конце спицы. Вяжем одну. Затягиваем. Делаем прибавку. Затягиваем. 3 уже, да? Вот теперь можно перекрутить. Крутим по часовой. Нитку назад. 4, 5, 6. Поднимаем белую по часовой стрелке. Вот здесь хвост оставляйте побольше, я что-то пожалела. 1,
2, 3, 4. Вполне можно 4 провязать петли. Поднимаем красную, белую убираем. Один, два. Вот смотрите, вот здесь у нас была белая протяжка. Значит, здесь не перекручивайте. Перекручивайте в другом месте. Либо до, либо после. И добавляем, как по схеме. Давайте еще одну спицу я вам покажу. Провяжем вместе. 1. Теперь делаем прибавку. И нитки поменять лучше в этом месте. Почему? Потому что дальше у нас была перекрутка. Так, прибавку сделали. И вот здесь нитки перекрутить. Три, 4, 5, 6. Поднимаем белую, красную убираем. 1, 2, 3, 4. Поднимаем красную. И здесь смотрим. 1, 2. Здесь перекручивать нельзя. Видите, белое есть. 3. А вот здесь перекрутим. 4. Так, вот там белое выглядывает, видите? Значит, мы опять перекрутим. И сделаем прибавку. Вот, белая видна, вот ее надо поэтому назад всегда подтягивать. И красную. Ну, вот так и вяжете по кругу. Дальше вяжете по этой схеме. Вот здесь середина. Середина. Так, и здесь середина. Вы заранее вот эти места отметьте. Вот так крестиками. Почему? Потому что бывают такие моменты, когда вяжете, доходите до этого места и думаете, что здесь узор идет. На самом деле узора нет. Здесь будут убавки идти. Поэтому вот здесь и здесь крестики поставьте, чтобы вы случайно не провязали лишние ряды не по схеме. Так, значит, вяжем вот до этого ряда. Вот здесь я вам буду дальше показывать. Так, провязала я эти ряды все. Дошла вот до этого ряда. Здесь одна белая. 2 красных, 2 белых, 2 красных, 2 белых. И в конце одна белая. Значит, мы что должны? Поднять белую по часовой. И провязать белую петлю. Дальше у нас идут 2 красных.
перекручиваем. И провязываем 2 красных. Эти затягиваем нитки. И еще одну красную. Теперь белую. Две белых. Две красных. Две белых. Две красных. Две белых. Две красных. Одна белая. Так, вяжем по кругу. И когда дойдем до конца 4-й спицы, я вам буду показывать. Заканчиваю я вязать 4-ю спицу. Вот у меня 1-я. Мне надо здесь провязать белую петлю. Заходим белым цветом не под эту петлю, а на ряд ниже, вот сюда. Почему? Чтобы нам 1-ю и последнюю петлю выровнять. Поднимаем белую. И заходим вот на ряд ниже. И тогда у нас белый цвет выровняется. Так, этот ряд мы с вами провязали. Вяжем дальше самостоятельно. Вот до этого ряда довяжем и посмотрим, как там у нас будут дела. Довязываю я вот этот ряд. Вот мне надо провязать 2 красные петли на 4-й спице. Но надо провязать так, чтобы было ровно. То есть вот эту последнюю петлю я должна провязать на ряд ниже. Так, вот у меня 4. Перекручиваю. И должна провязать 2 красных. Один. И еще раз перекручиваю. И вяжу не сюда петлю, а на ряд ниже. Вот, и у нас ряд выровнялся. Ну и дальше вы уже вяжете по схеме. Вот, 1, 2, 3. 3 ряда вяжете самостоятельно. Так, хочу вам показать, как я соединяю нитки. Вот видите, у меня белая заканчивается. Значит, я беру от другого клубка новую нитку. И вот так одна на другую накладываю. Здесь хвост оставляю. Красный у меня уходит назад.
белые сверху. И провязываю вот эти две нитки. 1, 2. Если вам надо больше белых вязать, все равно провязывайте только 2 петли. Этого вполне достаточно. Перекручиваем. Вяжем 2 красных. Перекручиваем. 2 белых. Три красных. В следующем ряду я дойду до этого места и покажу, что этих двойных петель не будет видно. Вот я вяжу последний ряд, 6 красных провязала, теперь мне надо 4 белых провязать. Вот дошла до этого места, где у меня соединение ниток. Поднимаю белую. 1, 2, 3, 4. И вот эти хвосты на обороте подтягиваем. И незаметно, что мы соединяли. И дальше по схеме. Теперь мы с вами вяжем вот этот ряд. Вот здесь крестики я поставила. Вы тоже поставьте. Здесь начинаются убавки. Значит, делаем убавку. И провязываем 5 красных петель. Затем 4 белых. И далее вяжем. И в конце спицы делаем убавку. Так, убавку желательно делать, как в носках. Вот я разворачиваю петли, чтобы удобнее было. И вот эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Нам нужно провязать 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 4 белых. 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно провязать 5 петель с убавкой вместе. Так, поднимаем красную. Один, 2, 3. Перекручиваем. 4. А вот эти 2 петли надо провязать с наклоном вправо. Если тяжело зайти спицей, возьмите крючок. Сначала во вторую петлю заходим, потом в первую. И провязываем.
и затягиваем. И тогда у вас эта петля будет смотреть наклонена в левую сторону, это в правую. Вот, желательно так. Довязала я этот ряд. И дальше идет у нас без убавки с убавкой, без убавки с убавкой. Ну, здесь уже просто. Я к чему это все? Теперь берем шарик и вставляем в наше вязание. Вот он хорошо проходит. У кого нет шарика, может быть, есть вот такой наполнитель, синтепух или что там, холофайбер. Не знаю, у кого что есть. Тогда вы по схеме вяжете дальше. Оставляете где-то петель 12, может чуть больше. И наполнителем наполняете. И потом заканчиваете. Ну, а я продолжаю обвязывать шарик. Ну вот, и я и закончила вязать этот шар. Решила его украсить немного еще. Украшала вот из этой серии наклейками. Их много, на разный вкус. Выбор огромный. Покупала их в фикс-прайсе. Теперь по поводу веревочки. Можно оставить эту же. Сделать петлю и подвесить. А еще продаются набор веревочек для новогодних подвесок. Вот они. Серебро и золото. Вот можно их купить и сделать подвеску. Чем они отличаются? Вот этот шар фирменный, итальянский фирма. Сейчас напишу. По-моему, они только одни поставляют их. СРУ. Вот эта фирма поставляет качественные шары. Во-первых, тут есть центровка, куда можно вывести иглу. Вот сюда и здесь вывести. И есть вот такие лучи, на которые можно ориентироваться и прикреплять какие-то украшения. Эта фирма хорошая. И у них размер, диаметр. Если написано 6 миллиметров, значит там будет 6 миллиметров. Ну, допустим, если 6 миллиметров, то там будет 6. Если будет написано, что 5 миллиметров, то будет 5 миллиметров. А есть шары вот такие. Значит, в этой фирме шары разные, разных диаметров. А есть шары, причем, смотрите, поверхность практически гладкая. А вот есть вот такой шар. Вот. Этот шар китайский. Китай. Вот. У них центровки нету. Если вы захотите, допустим, вот такой сделать шар, то есть сразу на него наклеивать, здесь центра нет. Можно что сделать? Вот по этой полосе, по экватору,
замерить длину, поставить точку, разделить пополам и вторую точку. И потом иголкой проколоть насквозь и сделать подвеску. Вот типа такую. Если вам это не критично, вы будете делать обвязку, вот как я, то такие шары можно поставить внутрь. Но что хочу сказать по поводу них, что если они пишут, допустим, диаметр 6 миллиметров в китайских, то там будет не 6 миллиметров, а 5,7. 6 миллиметров здесь не будет. Если они пишут 7 миллиметров, то там диаметр 6,8 миллиметров. В принципе, внутрь вставить проблем нет, если что-то вязать. Но если вот так украшать, этот не пойдет. Так, теперь по поводу того, чем можно и как украсить шары. Тут фантазировать можно без предела. Как я уже говорила, взяла иголку в центр. И вот здесь в центре вывела. Вот видите? Здесь можно выводить. Ну, как я уже сказала, можно экватор замерить, поставить точку, разделить пополам и здесь точку поставить на экваторе и проколоть. По поводу этого украшения. Вот они продаются, где продают подарки, в хозяйственных магазинах, в подарочных. Вот такие ленты. Значит, иголкой проколола насквозь, ушко оставила. Здесь в пакете 3 ленты, 3 бантика. Значит, вот такой край и вот такой. И вот в этом крае между этими широкими лентами есть 2 узкие. Когда вы иголку пропустите через шар, вставляете хвосты и иголку выдергиваете. И у вас получается бантик. Вот такой бантик. А эти хвосты наружу. Ну, здесь можно подрезать, можно не обрезать, это уже на ваше усмотрение. Ну, а потом взяла наклейки, они очень хорошо приклеиваются. Кстати, что еще хочу сказать. Когда клеите на ткань, если плохо прикрепляется, бывает, что высыхает клей. Отогните, вот так приложите, разложите, где у вас что будет лежать. Отогните немного и клеем намажьте. Лучше текстильным. Он высыхает и следов не оставляет. И приклеиваете. Вот в этих местах лучше, конечно, приклеить клеем. Такие шары
бывает так, что в детский сад просят игрушки. Если купить, допустим, кому-то дорого, или в школу, или в садик, вот можно самим сделать, связать, украсить. Чем еще можно украсить? Да тут можно фантазировать без предела. Можно взять тесьму красивую. Вот у меня с сердечками. Наклеить. Вот. Какую-то тесьму зигзагом. Можно взять вот такие шарики. Тоже наклеить. Они цветные, блестящие. Можно взять синельную проволоку. Берем какую-нибудь. И делаем узор. Или не узор, а просто наклеиваем полоски. Вот, благо у них тут есть направляющие. Вот, по ним можно наклеить. Можно закрутить, какие-то узоры сделать. Можно взять любые пайетки наклеить. Вот, белые, красные, зеленые. Ну вот, пайетки можно наклеить. Так, ну, пайеток много, вы сами знаете. И даже не побоюсь этого слова, пуговицами. Можно вот на ножках вдавить. Ямка осталась. Клей, только не текстильный, а уже для пластмассы. И приклеить. Вот, разные пуговицы можно. Я думаю, что у многих рукодельниц запас пуговиц валяются немерено. Можно пуговицами украсить. Можно вот приклеивать стразы разные, кому какие не жалко. Но их уже надо клеить клеевым пистолетом. Можно на шарике оставить эту же нитку, допустим, типа подвески. Закрепить и оставить. А можно купить вот такие, они дешевые тоже, китайские. Набор веревочек для новогодних подвесок. 20 штук. Можно использовать тесьму узкую. Вот продается тесьма разного цвета. И еще можно чем украсить. Вот есть цветная зеркальная бумага. А есть бумага бархатная, самоклеющаяся. Вот из нее вырезать какие-то узоры, фигуры и наклеить на хороший шар. А не тот, что из Китая. Так что фантазируйте. И я уверена, что у вас получатся красивые шары. Ну вот, вроде бы и все, что я вам хотела рассказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.